Итак, Acer K273, мой новый 27-дюймовый монитор. Такого большого монитора у меня еще не было, и в ближайшее время он и не планировался, если бы не сломался последний. Урвала я такую красоту за 12 500 рублей на Озоне. Он был последний в магазине, и мне очень повезло. Сейчас цена колеблется от 15 до 20 тысяч рублей. В высоту такой монитор составил 45,4 сантиметра, а в ширину 62,2. Сразу по задачам, которые я ставила. Учитывая срочность покупки, меня интересовало, чтобы он работал. Не был больше 20 тысяч рублей, а на 2К и 4К мне было все равно, так как я не смотрю кино в 4К, а всю жизнь пользуюсь Full HD. Так что такие запросы сразу отпали. А вот 27 дюймов приятно удивили. Последний монитор, который у меня был, имел 18 дюймов, и, как вы понимаете, после 18 27 кажутся гигантами мироздания. Я потихоньку привыкаю к новым форматам, а особенно приятно играть, когда можно отодвинуться на кресле, взять геймпад и залипнуть до утра. Я также ставила на внутренние динамики, и такая новость стала приятной неожиданностью. Да, звук на любителя, однако он есть. А я напоминаю, что брала монитор за 12 тысяч рублей. Ножка и монитор полностью облеплены пластиком, сама ножка устойчивая, однако здесь маленький нюанс. Монитор можно немного повернуть влево или вправо, и непонятно, то ли так задумано, то ли она хлипкая, так как прикручивать там больше нечего. С одной стороны, это удобно, но немного боязно. Я стараюсь вообще лишний раз не трогать монитор, так как на мне мониторовская проклятие лежит. Это уже 4-й монитор за 2 года. Первый я изначально купила бракованный, сдала обратно. Другой, мой Samsung, который служил мне год, я уронила, а последний был старенький и сам сдох. Поэтому в этот раз я сдуваю с Acer пылинки и молюсь на него, как на святой грааль. Обожаю матовое покрытие у мониторов, но, кстати, терпеть не могу на телефонах. Здесь, конечно же, тоже матовое покрытие. Ни единого битого пикселя. Полностью в идеальном состоянии Acer K273 радует меня своим существованием. Здесь используется подсветка LED, а матрица IPS, как и в большинстве новейших мониторов. Именно IPS позволяет монитору делать акцент на четкую цветопередачу. Именно поэтому монитор проходит цветовые тесты на битые пиксели и передачу цвета. По углам монитора все облазило и никаких проблем не выявлено. Зато выявлены небольшие щели между самим монитором и рамкой. И выглядит такое творческое решение крайне странно. Однако, как будет на деле, узнаем только через несколько месяцев. Не хочу заранее относить такие щели как недостаток, потому что, скорее всего, ничего плохого и не случится. Вместе с монитором и с болтиками в коробке лежали также провод HDMI, всеми любимый, и кабель питания. На самом деле я очень довольна, что это не блок питания, а именно кабель, потому что я терпеть не могу огромную дополнительную аппаратуру, даже если она и полезна. Поэтому в случае с данным монитором такие мелочи меня крайне порадовали. И благо позаботились, чтобы блок питания уже был встроенный. Не только HDMI может похвастаться Acer K273, а также выходом на наушники и VGA. Выход на наушники — это спасение века, так как мне приходится подстраиваться под системник, а теперь до выхода рукой подать. Можно было пользоваться переходником от наушников к системнику, однако даже дорогие быстро дохли. А что, собственно, по самому монитору? Яркость монитора составляет 250 единиц, мне вполне хватает. Контрастность составляет 1000 к 1, а время отклика 1 миллисекунда. По крайней мере, так заявляет Acer, а не доверять ему у меня причин нет. Отклик моментальный. Частота кадров 75, их мне вполне хватает. Опять же, под мои потребности не требовался супер дорогой и накачанный монитор, так как я не играю на ПК, а самое главное оружие — это Sony PlayStation 4 Pro. И для моих дел мне вполне хватает того, что может предложить мне Acer K273. И самое потрясающее — это угол обзора. Целых 178 градусов, и это идеально. Старый монитор был настолько древним, что при любом уклонении от нормы я видела черный экран. Здесь же я сразу почувствовал себя человеком 21 века. Имеем, так сказать, новомодные технологии. Есть приятная регулировка наклона. Однако, повторюсь, это мой 4-й монитор, и я хочу встретить 2023 год вместе с ним. Поэтому я лишний раз не дергаю его туда-сюда. У монитора нет поворота на 90 градусов, и, видимо, та хлипкость на крепеже — это все-таки не фишка монитора. Точнее, это именно его фишка. Безрамочный экран только с 3 сторон, хотя я никогда не понимала систему безрамочных экранов именно таких, как эта модель, потому что по бокам все равно что-то да есть. В моем понимании безрамочный экран — это полная рабочая область без ограничений на самом мониторе. И далее идет сам пластик или другой материал. А здесь же, получается, у нас есть рамка на самом экране, и вроде бы, да, и это относят к безрамочным мониторам, а с другой стороны, это все равно рамка. Так что не совсем понимаю смысл такой безрамочности. Режимы монитора радуют своим разнообразием. Настроить можно все, что угодно, начиная от цветовой гаммы и вплоть до прозрачности изображения. Яркость, контрастность, усиление черного. Отдельная система Blue Light Shield, которая позволяет настраивать синий цвет для комфортной
длительной работы. Также доступна настройка цветовой температуры и выбор гаммы. Громкость динамиков регулируется в настройках монитора через меню. Режим отклика доступен для выбора. У меня автоматически стоит обычный, а также есть предельный, и можно его выключить. На мониторе имеется 5 кнопок выключения и включения, режимы. Я оставила пользовательский. Это уже готовые режимы для чтения, игр и прочих функций. Отдельно выделили кнопку под яркость, и третья — это выбор входа провода. А последняя отвечает за все. В меню доступно несколько языков, и русский не стоит по умолчанию. Его нужно выбрать самому. Я в полном восторге от данной модели, от его размера, от динамиков, от выхода под наушники и от цены. Особенно от цены. Если ваши задачи вписываются в возможности Acer K273, то вы однозначно получите от его приобретения колоссальное удовольствие.